Приветствую зрители моего канала, меня зовут Александр, и сегодня я познакомлю вас с азиатским брендом именно мужской верхней одежды DSG Dong. Наконец-то кто-то шьет для мужиков. Данный видеоролик будет интересен именно оптовым покупателям, потому что дистрибьютор, который работает с данным брендом, предлагает этот товар только оптовикам. Это российская фирма, есть официальный сайт, ссылку на который я размещу в описании видеоролика. Я же приобрел для себя куртку-ветровку модель DSG 8111, которая сейчас предлагается в рубрике распродажи за 85 белорусских рублей. На сайте она стоит 1500 российских рублей или около 23 долларов США. Ну и здесь имеются вот такие вот бирки с ценой. Значит, наполнитель синтепон, размер 52, цвет 3 и бренд DSG Dong. Как в любой китайской куртке, ниток была тьма. Хотя почему китайская? Купил на днях майки белорусской фабрики Светанок, качество пошива аналогично китайскому. Но правда стоят они около 3 долларов США. Куртка спортивного покроя с капюшоном, пошита из плотного полиэстера темно-синего цвета. В качестве утеплителя используется тонкий слой синтепона. За счет плотной внешней ткани она непродуваемая. Куртка на сезон весна-осень и защитит тело от небольшого дождя и ветра. То есть это куртка-ветровка, куртка-штормовка. Подкладка, как в спортивной одежде, яркая, многоцветная. Имеется петелька для подвешивания куртки на вешалку. Внутри на груди имеются по обе стороны карманы. И слева еще один широкий карман. Все карманы оснащены пластиковой молнией. Она такая вот скрытая, с металлическими бегунгами. На кармане, как бы над сердцем, есть вот такая нашивка. Защита от излучения. От какого неизвестно, во всяком случае NFC через карман срабатывает. Кроме бирок, здесь также еще внутри вшит такой ярлычок, на котором указано в том числе и на русском языке, что верх, подкладка, наполнитель, все 100% полиэстер. Здесь правила ухода, стирать можно при 30 градусов. И не сушить в электрической сушке. С внешней стороны по бокам имеются сдвоенные карманы. Один над другим. Нижний на молнии, верхний застегивается на кнопку металлическую. Объемы обоих карманов одинаковые, и в них полностью скрывается кисть руки. Еще один карман вшит на груди слева, застегивается на пластиковую молнию. Имеет вот такой брендированный бегунок металлический. Также на левом рукаве пришит небольшой шеврон с рекламным слоганом. Все внешние молнии похожи на гусеницу трактора. Они широкие и имеют такие клапаны защиты. Единственное, что отличаются по цвету. Основная молния такая светло-серая. Здесь же темно-синяя в тон самой куртки. Кроме того, куртка застегивается на молнию. И еще такой клапан на кнопки. Металлические тоже. 3 здесь кнопки открытые. И 2 потайные за клапаном. Ну, теперь перейдем к обмеру. На мои габариты в плечах 50 см, рост 178 см, я купил куртку размера 52. То есть на размер больше, чем ношу. На меня куртка села идеально, длина рукавов размер. Кстати, сами манжеты широкие, имеется по 2 кнопки. По нижнему краю куртку можно стянуть регулируемыми шнурками. Высота куртки 70 см. Ширина в плечах 49 см. Ширина в груди или под мышками 59 см. По нижнему краю 55 см. Длина рукава, ну где-то так 66 см. Куртка трапециевидной формы, широкая в груди. К куртке пристегнут молнией небольшой капюшон, который отлично сидит именно на голове и не сползает на глаза. Чтобы в него не задул ветер, можно отрегулировать шнурками с обеих сторон. Ну, как видите, куртка на мне сидит отлично, в ней комфортно. К покупке, конечно же, рекомендую. Единственный недостаток – много необрезанных ниток. Подписывайтесь на канал, оценивайте это и другие мои видеоролики. И до встречи на канале. Пока!